Всем привет! Меня зовут Арина, я художница Лицарди, и в этом видео я сделаю обзор на работы с Inktober Challenge. Я покажу вам наброски, эскизы к каждой работе, неудачные моменты. Поэтому оставайтесь и приятного просмотра. Папки с работами. Ой, я чуть не уронила. Что такое Inktober? Это челлендж, который проходит в октябре. И вообще была традиция, что вот выкладываются темы на каждый день одним автором, и обязательно нужно использовать тушь. Inktober, в общем-то, поэтому так и называется от слова ink, что переводится как тушь. И несмотря на то, что многие стали рисовать Inktober уже и в диджитал формате, я решила все-таки использовать традиционные материалы, потому что для меня это был хоть какой-то предлог к ним вернуться, потому что я засела в диджитал формате и оттуда никак не вылезала, и как будто бы я уже забыла, каково это использовать, например, акварель, которую я как раз-таки и выбрала вместо туши. Такой вот у меня блокнотик. Сюда я сразу стала зарисовывать свои задумки, идеи, и чтобы, знаете, как-то себя мотивировать, и в целом я люблю все структурировать, я вот так вот расписала, то есть я написала скетчи от 1 до 31, потом готовые работы и эскизы. Скетчи — это значит вот эти вот маленькие картиночки, эскизы — это уже отрисованные на А4 карандашом работы, а готовые работы — это те, что выполнены акварелью. Благодаря этому я хотя бы видела, сколько у меня готово и в каком состоянии находятся работы. Вообще, если вам интересно посмотреть на процесс создания каждой работы в таком микроформате, загляните в мои шортсы. Это самая первая тема — усы. И да, усы здесь вот такие вот маленькие. Сначала я думала, может быть, нарисовать Фредди Меркьюри или какого-нибудь офицера с усами. Но как-то все это было не то. И знаете, по закону подлости я уже там придумала идеи для других дней, уже начала их реализовывать, а с первым все, я засела, ничего у меня не получалось. Вот, и мне очень не нравится это лицо. И, в общем, сегодня я абсолютно случайно нарисовала вот эту мордочку, и мне безумно нравится. Это, конечно, не реализм, это стилизация, но я вот прям так и хочу сделать. Я нарезала еще звезды, и я хочу это поместить все на А3 формат, и мне кажется, это сработает. Я могу сказать, что главным символом вообще всей этой серии работ стали звездочки, потому что у меня случилась какая-то обсессия с ними. Делать эти звездочки, вырезать их, наклеивать. Я рада, что я ее доделала, что несмотря на то, что я была в каком-то отчаянии, когда у меня ничего не получалось, все равно я ее довела до конца, и да, я могу сказать, что я ей довольна. Мне кажется, все работы, которые мне нравятся, я их сделала вот в самом начале, когда у меня было побольше времени, потому что все-таки я к Inktober решила подойти заранее и правильно. Потому что я точно поняла, например, свою проблему, что я не могу, как какие-то суперхудожники, вот прям сесть и за раз что-то сделать. Мне нужно отходить, потом возвращаться к работе, посмотреть, увидеть что-то новое, изменить это. Иногда я могу вернуться к работе спустя пару месяцев. Ну и, к сожалению, особенность соцсетей предполагает то, что ты должен регулярно что-то выкладывать и, соответственно, регулярно рисовать. Итак, вторая тема. Слово weave. Его можно перевести как плести, плетать, например, вплести цветы в венок. Вот такие вот у меня были идеи. Мне нравится сама композиция здесь. Мне нравится идея с тем, что девушка повернута спиной, но я просто отказалась от нее, потому что я ее взяла в другую тему. Вот.
И, соответственно, вот эту идею я взяла, где девушка лежит, это вид сверху. Здесь я решила делать такую прям микро-микро работу, но по факту у меня просто на первую тему был квадрат, и от А4 как раз оставался небольшой кусочек. Ну, в общем, взяла я этот остаточек и сделала работу. История достаточно трагичная. В шорте я говорю о том, что можно долго гадать над тем, а кто именно вплетает цветы в волосы, потому что за этим может скрываться какая-то история. Все эти догадки, такой легкий флер, интригующий. Вот. Третья тема — это одна из моих самых любимых. Корона. Здесь я решила нарисовать себя 15-летнюю, когда мне моя близкая подруга на день рождения подарила корону, которую она сделала сама, и я очень долго хотела провести целую фотосессию. У нас была идея, но у нас не получилось реализовать, поэтому я закрываю гештальт этим рисунком. Я искренне люблю эту работу, потому что мне нравится здесь композиция, мне нравится, как получилось, потому что я прям над ней сидела долго, аккуратно прорисовывая каждую деталь, трепетно, и поэтому она такой и получилась, что я никуда не торопилась еще на тот момент. Потом, конечно, я все уже в пыхах делала. Реально, я вначале покажу хорошие, потом будут не такие хорошие. Так, 4-я тема. Слово murky, которое переводится как мутный. И опять же в шорте, да, я каждый раз буду говорить про шорты, отсылать вас туда, потому что там все равно я немножечко по-другому все описываю. Все-таки сейчас я уже рассказываю об этом спустя время, а там вот прям в моменте. Ко мне сразу в голову пришла ассоциация про такого мутного персонажа, загадочного. Ну, вы поняли, в общем, брюнет со скулами. И мне даже понравилось, как у меня получился эскиз на готовом формате квадратном. И моей подружке он тоже прям зашел. Она сказала, что это один из ее самых таких любимых, потому что хотти. Но потом это хотти превратилось в огромное количество косяков. Я, кстати, в свой телеграм-канал выкладывала все версии этой работы. А вот, кстати, я не помню, выкладывала ли я финальную, но покажу ее сейчас вам. И здесь от сигареты такой стилизованный дым исходит, и тоже это связка с темой мутной. Вот. И мне на самом деле нравится, как получилась вот эта тень. Вот. Я не уверена, что я прям довольна в итоге этим глазом. Ну, руки симпатичные, именно вот штрихи, они добавляют живости. Но если вы посмотрите поближе, то можете увидеть вообще, что вот у нас есть один лист. Вот это идет уже аппликация одна. Потом, где еще? Хоп. Вот это уже другой слой. В общем, тут целая прям система. День 5. Олень. И почему-то именно эта работа собрала больше всего реакций в моем телеграм-канале. Возможно, потому что она просто выглядит как такая милая, симпатичная картинка, которая вызывает, может быть, приятные ассоциации. В моей голове всплыли образы пикника, девушки, олененка, и вот они вместе так сидят, такая атмосфера. Потом я захожу в Pinterest, и оказывается, что такие представления есть не только в моей голове. И я не знаю, видно это или нет, но я старалась сделать так, чтобы глаза олененка и девушки, они были похожи друг на друга. Ну, как бы он ее буквально тотемное животное. Переходим к теме 6. А что у нас? Боже мой, это вообще мем. Потому что это работа, которая на этапе эскиза мне безумно понравилась. Я уже предвкушала, какой классный получится арт.
Тема pierce. И в английском есть такой комплимент, как piercing eyes, то есть пронзительный, пронзающий глаза или взгляд. И я решила как раз-таки сделать акцент на этом. И, господи, сколько же я намучилась. Я переделала ее 5 раз, потому что я могла рисовать. И в какой-то момент, ну как в какой-то, по закону подлости, в самый последний, случайно рукавом что-то задеть, все, клякса, и это не убрать. Или же случайно рука дергается, и ты уже никак это исправить не можешь. Я перерисовываю одну и ту же работу 6-й раз. И у меня уже просто аппликация происходит. На одной работе больше получались глаза, на другой хорошо там вышли руки. Но чтобы вот все элементы собрались воедино, нет, такого не было. Поэтому я просто психанула и решила вырезать самый лучший элемент с каждого варианта и просто это вместе приклеить. И, наконец, 7-я тема – это морская звезда. Недолго думая, я решила изобразить русалку, отдыхающую где-то, возлегающую, и в руках она держит морскую звезду. Такая вот около иллюстрация. Она мне тоже в целом нравится. Конечно, это не реализм, в котором я планировала там рисовать этот инктобер, но получилось, правда, как такая стилизованная картинка. И мне, что очень понравилось, вот использовать в работах, так это сверху штрихи карандаша. Я не знаю, видно здесь или нет, но они есть. И получается, что мы закончили с первой неделей. Вообще, кстати, напишите в комментариях, какая работа вам понравилась больше всего. И если вам, например, захотелось, чтобы с какой-то работы я сделала открытку или, может быть, брелок, и вы бы готовы были его приобрести, обязательно напишите в комментариях. А если вам вообще хочется приобрести непосредственно оригиналы работ, вот, то дайте знать. Подписывайтесь на этот канал, если хотите и дальше следить за моим творческим путем. И спасибо большое за просмотр. До встречи в следующих видео.